Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем читать очень интересную историю про кота из книги «Не пропавшие сюжеты». Пособие по чтению для иностранцев, изучающих русский язык. Что мы знаем об этом учебнике? Учебное пособие включает в себя рассказы русских писателей разной степени адаптации. Пособие предназначено для иностранных учащихся, владеющих русским языком на базовом уровне. И сегодня мы с вами будем читать историю на странице 7, урок 1. Как вы видите, тут сначала идут разные задания. Но мы будем читать текст и далее отвечать на вопросы после него. Там даже не совсем вопросы, а задания. Нужно будет выбрать правильный вариант ответа. Итак, кот Варюга по рассказу Паустовского. Кто такой Варюга? Варюга – это вор. Человек, в данном случае животное, который что-то украл. Итак, читаем. Слушайте внимательно, потом будет задание. Дом был маленький. Он стоял в старом заброшенном саду. Ночью мы иногда просыпались от стука яблок, падавших с веток на крышу. В доме мы только ночевали. Все дни с утра до темноты мы проводили на берегу озера, где мы купались, ловили рыбу, варили на костре уху. Если вы не знаете, что такое уха, то это рыбный суп. Суп из рыбы. Уха. Возвращались мы вечером, усталые, обгоревшие на солнце со связкой серебристой рыбы. Обгоревшие – это люди, которые долго загорали на солнце настолько, что кожа их уже повредилась. Им больно или чешется, зудит. Так, серебристая рыба, красивая рыба, которая блестит на солнце. И каждый раз нас встречали рассказами о том, что и у кого украл рыжий кот, которого в деревне звали Варюгой. Это был кот, бродяга и бандит. Бродяга, да, тот, который где-то бродит, ходит, гуляет. Бандит, я думаю, вы понимаете, да, это что-то наподобие преступника, но не очень серьезного. Он воровал все. Рыбу, мясо, сметану и хлеб. При этом он так ловко прятался, то есть хорошо, удачно, что никто его толком не видел. Толком значит нормально. Нам очень хотелось поймать Варюгу и выдрать как следует. Выдрать – это побить, отлупить его. Так, поймать, словить. Однажды утром, когда мы еще завтракали, деревенские мальчики прибежали к нам и сказали, что кот бежал на рассвете по деревне с большой связкой рыбы в зубах. Связка, как связка ключей бывает, да, то есть какая-то веревка, допустим, и там на ней рыба. Эту рыбу мы принесли с озера вчера вечером, да, то есть это была рыба, которую словили мальчики. Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Грабеж – это всегда какое-то насилие. Да, средь бела дня, то есть это было не ночью, а днем, то есть большая наглость. Мы были возмущены и поклялись поймать и наказать бандита. Мальчики вызвались нам помогать. Вызвались – это значит согласились. Предложили, да, сами предложили. Кот попался этим же вечером. Попался, значит, они смогли его поймать. Он украл с нашего стола, что стоял около домика, кусок колбасы и, несмотря на наши крики, полез с ним на дерево. Мы стали трясти дерево изо всех сил, то есть прилагая все усилия. Кот сердито завыл. Но вот сначала упала колбаса, а потом сорвался и кот. Сорвался – это значит, он не удержался, упал вниз. Упав на землю, он подпрыгнул, как футбольный мяч, и умчался под дом через узкий лаз. Умчался, значит, быстро убежал. Под дом, значит, залез через узкий лаз, это какое-то узкое отверстие небольшое под домом. Мы закрыли лаз рыболовной сетью и стали ждать. Кот не выходил. При этом он беспрерывно выл, как подземный дух.
И это действовало нам на нервы, да, то есть раздражало. Тогда мы позвали Леньку, самого ловкого и сообразительного среди деревенских мальчишек. Ленька взял тонкую бечевку, это веревка, прикрепил к ней рыбку и бросил ее через лаз под дом. Вой тут же прекратился, кот схватил рыбку, Ленька тянул бечевку, кот сопротивлялся, но рыбу не выпускал. В конце концов его голова с рыбой в зубах показалась из лаза, из этой дырки отверстия. Ленька схватил его и поднял над землей. Мы впервые рассмотрели ворюгу. Это был тощий, то есть очень худой. Несмотря на постоянное воровство, рыжий кот с разорванным ухом, порванным, и коротким, видимо, оторванным хвостом. Да, кто-то, видимо, оторвал ему хвост, поэтому он был короткий. «Что с ним делать?» – спросил Ленька. Кот ждал, закрыв глаза и прижав уши. «Выдрать», – сказал я, да, ну, то есть побить его, наказать. «Не поможет. У него характер такой. Попробуйте его накормить как следует», – предложил Ленька. Мы так и сделали. Посадили кота в чулан, ну, это такая комната без окон, скажем так, и дали ему замечательный ужин. Мясо, рыбу, сырники со сметаной. Сырники – это блюдо из творога. Кот ел больше часа, и когда мы открыли дверь, он никуда не пытался бежать. Вышел из чулана медленно и пошатываясь. Сел около дома и стал умываться, поглядывая на нас зелеными нахальными глазами, да, то есть наглыми глазами. То есть кот стал, можно сказать, домашним, когда его накормили. Он остался у нас жить и перестал воровать. Он стал ходить по дому и по саду, как хозяин и сторож. Однажды на наш стол в саду залезли куры и стали клевать, то есть есть, из тарелок гречневую кашу. У куриц клюв, поэтому клевать, да, а не есть. Кот с возмущенным воем бросился на них. С возмущенным, да, то есть ему это не понравилось. Куры подняли страшный шум и крик, убегая от кота. Быстрее всех бежал петух, но его догнал кот. Он мчался с ним рядом и бил лапой по спине. Представляете? С тех пор куры боялись воровать и разбегались, только увидев кота. И мы переименовали его из ворюги в милиционера. Переименовали, то есть дали другое имя. Заменили имя на другое. Теперь он стал милиционер. Вот такой кот. И вот такая интересная история. Согласитесь, на самом деле интересная. Теперь нам нужно выполнить тест. Нам нужно выбрать вариант правильного в соответствии с содержанием текста продолжения предложения. Да, то есть мы читали текст, мы знаем, о чем он. Надеюсь, помним. И теперь попробуем выбрать правильный вариант ответа. Первое. Летом в деревне жили дачники. Они целые дни проводили в саду. Они утром уходили из дому и проводили весь день у озера, где купались, загорали, ловили рыбу. Один из них обычно оставался днем дома. Как вы думаете, какой правильный ответ? И правильный ответ Б. Да, что они уходили из дома и проводили весь день у озера. Купались, загорали, ловили рыбу. Второе. В деревне жил кот, который воровал. У дачников только колбасу, все, что было в доме, даже яблоки. Ну, насколько я помню, правильный ответ Б. Да, все, что было в доме. Яблоки, мне кажется, он не воровал все-таки. Третье. Жители деревни говорили, что этот кот часто спокойно сидел около дома. Очень хорошо прятался, и его почти никто не видел. Часто прибегал к реке за рыбой. Ну, тут легко, да, правильный ответ Б. Он очень хорошо прятался, и его почти никто не видел. Четвертое. Однажды кот украл всю рыбу, которую дачники ловили целый день и А. Съел ее тут же около дома, Б. Бросил ее около дома и В. Побежал по деревне со связкой рыбы в зубах. Я надеюсь, вы помните, что правильный ответ В.
Побежал по деревне с рыбой в зубах. 5. В тот же вечер кот украл со стола в саду колбасу и убежал в деревню, съел ее тут же под столом, да, то есть прямо сейчас, полез с нею на дерево. Как вы думаете, какой правильный ответ? Правильный ответ В. Полез с нею на дерево. 6. Дачники долго трясли дерево, а кот сидел на дереве и ел колбасу. И, наконец, кот спрыгнул и убежал в деревню. И, наконец, кот упал с дерева, спрятался под дом и сердито завыл. Как вы думаете, какой правильный вариант? Правильный вариант В. Да, что он упал с дерева, спрятался, влаз под домом и начал выть. 7. Дачники поймали кота рыболовной сетью, то есть сеть для ловли рыбы, позвали на помощь ловкого деревенского мальчика Леньку или терпеливо ждали, когда кот выйдет из-под дома. И правильный ответ Б. Да, они позвали на помощь Леньку. 8. Когда Ленька поймал кота, все увидели, что кот был большой, толстый, чистый, красивый. Толстый, рыжий, грязный. Рыжий, тощий, ободранный. И правильный ответ В. Да, он был рыжий, тощий, ободранный. Тощий – это худой, ободранный, то есть кое-где у него не было шерсти. Некрасивый он был. 9. Дачники выдрали кота и выгнали его на улицу. Да, выдрали, то есть, побили. Б. Дали коту колбасы и отпустили. В. Накормили кота, и он остался у них жить. Я уверена, что вы все помните, что было в истории, и правильный ответ В. Да, они накормили кота, и кот остался у них жить. 10. После такого наказания кот стал домашним, но иногда воровал. Остался жить у дачников и продолжал воровать в деревне. Стал сторожем, и дачники дали ему другое имя. И вы, конечно, помните, что он стал сторожем В, и его переименовали. Да, он был кот-ворюга, а стал милиционер. И далее у нас тут еще есть очень много заданий, которые мы с вами выполнять не будем, но вы можете купить эту замечательную книгу и заниматься сами. И далее вот у нас уже новая история. Друзья, я надеюсь, что вам этот урок, это видео было полезным. Напоминаю еще раз, книга называется «Не пропавшие сюжеты». Очень интересная, хорошая, полезная книга. Спасибо за внимание. Пока!